Всем привет, с вами Оля и канал Шитие Мое. Я продолжаю работать над платьем по фотографии по просьбе моей дочки. Ткань мы уже купили, я уже сделала и показала вам первое пробное моделирование этого платья. И за кадром, то есть я не снимала, сделала пару вариантов юбочек, то есть мне хотелось юбочку идеальную. Вы видели уже макет. Первый пробный макет. Если не видели, переходите в описании под этим видео по ссылочке в телеграм-канал «Швейная продленка» и будьте в курсе всей истории от начала до конца. А сегодня я покажу моделирование этого платья. Ну и, конечно, для начала нам, то есть для моделирования нам необходимо отснять базовую выкройку основу. Я ее еще раз проверила на случай, если моя девочка изменилась в объеме. Все хорошо, все нормально. Мы уже макет примерили, нам все понравилось. И давайте приступим к моделированию. Значит, это у меня юбочка. Я уже ее здесь прорисовала для себя, чтобы мне ничего не забыть. Прорисовала, я специально для этого купила разного цвета маркеры, прорисовала все линии, что, где, куда, сделала себе пометочки, чтобы ничего не забыть. То есть все вам сейчас расскажу подробно. Ну, наверное, начну я все-таки не с юбочки, а с лифа. Итак, я разворачиваю свою выкройку. Опять же, я здесь уже сделала себе пометки, что мне нужно не забыть изменить, потому что, ну, все-таки хочется, чтобы было видео понятное, логичное, то есть логично построено, да, чтобы было все по порядочку и ничего, естественно, не забыть. Поэтому я себе сделала некоторые пометочки. Значит, что я хочу? Сразу скажу, что мы будем с вами делать платье отрезное по талии. И у нас будет еще отдельно пришивной пояс, фигурный пояс. Я сейчас сразу выделю линию талии жирной линией, чтобы она у нас действительно была, прям отделялась. Да? Вот, то есть вот от этой точки, от этой линии мы с вами начнем выкраивать, во-первых, пояс. Теперь, что касается выточек. Выточки, конечно же, мы сохраняем. Я имею в виду талиевые выточки мы в любом случае сохраняем. Это талиевая выточка по спинке. Талиевая выточка по центру спинки. Здесь я делаю вот так прямую линию. Здесь у нас будет шов, не сгиб, а шов. Так, выточку я сохраняю, то есть именно что касается лифа, выточку я сохраняю, то есть мы ее вырезаем. То же самое я делаю по полочке, то есть я сохраняю выточку по полочке талиевую, прорисовываю. Так, нагрудную выточку мы будем с вами переносить, чуть позже об этом. Выточку плечевую тоже сохраняю. Она у меня тоже сохраняется. То есть вот эти все линии, которые я прорисовываю сплошными линиями, они у нас сохраняются. Я сохраняю горловину по спинке. Но чуть-чуть можно на 0,5 миллиметров углубить вниз. То есть углубить, именно углубить, да, горловину. Расширять я ее не хочу. Нам нужна горловина такая более строгая, закрытая горловина. То есть нам не нужно что-то где-то открывать. То есть, если вы хотите расширить, вы можете расширить. То есть, это ваше дело. Что я делаю? То есть, я делаю так, как мне, как пожелала моя заказчица. Прорисовываю линию плеча, но линию плеча я буду убирать. То есть, вот отсюда буду срезать, делать чуть выше. И решили мы с моей моделькой убрать не 1 сантиметр, а примерно 1,3-1,5. Но я, наверное, все-таки вот так 1,25 сделаю. У меня тут как бы маркер жирный, точно не получится. 1,3, 1,2. Вот так вот примерно между этими цифрами. Далее я углублю пройму на 2 сантиметра. Вот здесь я сделаю 2. Здесь у меня 1,3. Ну, приблизительно, да? Выточку, я уже сказала, мы сохраняем, мы ее будем сшивать. Здесь у нас 0,5, чтобы ничего не забыть. И теперь мы прорисовываем новую пройму. Ширину спины мы должны оставить. Мы никак, ни в коем случае не имеем права ее забирать. Поэтому я вот тут вот сейчас вывожу и примерно вот так под линеечку
То есть эта линия должна быть такой плавненькой. Ширину спины, повторяю, не забираем. И выводим вот к этой точке 2. Так. Это мы все убираем, вырезаем. Это тоже. Что касается боковой линии, мы тоже оставляем ее на месте. То есть мы ее не даем больше свободы и не даем меньше свободы. То есть вот эта линия у нас остается тоже на месте. Как у нас по базовой выкройке есть 6 сантиметров плюс к обхватам, к общим обхватам, так она и остается. Единственное, чуть-чуть мы с вами заберем по поясу. Чуть-чуть, буквально вот по 0,5 с каждой стороны. То есть заказчица изъявила желание, чтобы здесь не было максимально свободы, но чтобы, конечно же, не прилегало, потому что ткань это не эластичная, еще и будет двойной пояс, чтобы ей было комфортно и садиться, и наклоняться, и все прочее. Чтобы, не дай бог, не разошлись швы и не разошлась молния. Значит, все по спинке. И давайте сразу определимся с поясом. Так, я беру другой маркер. Возьму поярче, чтобы он отличался. Что я решила сделать с поясом? Значит, смотрите, мы вот это вот вырезаем все, вот эту вот выточку. Поэтому я беру вот от этой линии, от линии талии вверх я поднимаюсь на 4 сантиметра. Вот здесь 4. Далее мы с вами будем на поясе мы будем вырезать выточку. Поэтому по одной стороне выточки я примерно поднимаюсь на 5,5 сантиметров. 5,5. Значит, по этой стороне я тоже должна подняться на 5,5. То есть вот эти линии у нас должны сойтись. Я соединяю прямой линией. То есть вот это у нас уже будет наш пояс, часть. Здесь у нас 5,5, а сюда я поднимаюсь на 8 сантиметров. Вот здесь 8. Вот так напишу. 8. И опять же соединяю вот с этими 5,5. И вот это у нас вторая часть пояса. Но мы обязательно должны прописать. То есть вот это у нас бок. Вот это, здесь мы будем склеивать вот эту деталь. Вот это у нас центр спины. И, наверное, мы еще вот так напишем талия. На всякий случай, да, здесь у нас будет склеено, поэтому на второй детали не нужно. Можно еще вот так стрелочку вверх поставить, что это будет, именно вот эта часть будет верхняя часть. Все, по спинке готово, мы можем ее вырезать, но я думаю, что мы не будем ее сейчас пока вырезать, перейдем к полочке сразу. Значит, что касается боковой линии, так, я пока ее не провожу прямой линией, потому что здесь я сейчас буду еще изменять, и вот эта линия, наклон линии у нас немножко изменится, поэтому, когда мы уже здесь все изменения сделаем, вырежем, переведем выточку, и только тогда уже с вами прорисуем боковую линию. Для начала я хочу углубить на 2 сантиметра пройму. 2. И на 1,3 я убираю длину 1,3, длину плечевой линии. И опять же я прорисовываю, но пока пунктирной линией, потому что опять же эта линия у нас будет временная. Я прорисовываю пунктирной линией новую пройму. Ни в коем случае опять же не забираем ширину полочки. Так, эту линию я уже делаю сплошной, вот эту часть, а внизу мы будем менять. Дальше, что касается горловины, опять же я не расширяю, так же как и по спинке я не расширяю. При первом макете мы сделали глубину горловины от базовой выкройки вниз 12 сантиметров, мы решили ее сохранить. Здесь у нас 12. И значит вот эту точку 12 я соединяю вот с этим закруглением. Так, нет. Вот так. То есть, смотрите, не от этой точки до этой точки мы тогда спрячем несколько миллиметров, мы срежем горловину, а именно до закругления. От этой точки до закругления. Видите, насколько у меня идет, как бы вот здесь она уже идет плавненькая. Видите, здесь практически, ну, 1, наверное, 1,2 даже. Вот сюда. Ну, примерно 1,1, вот так. То есть вот это мы тоже будем срезать. Дальше, что касается платья по фото,
я уже говорила, по-моему, где-то, что у нас будет немного отличаться наше платье и платье по фото. Ну, во-первых, мы не любим, когда мы что-то прям копируем точь в точь. Мы любим, когда, я имею в виду мои заказчицы, и надеюсь, что и вы, мы любим, когда мы вносим какие-то свои видения, какие-то свои изменения, какие-то свои, что нам нравится, да. Поэтому по фотографии вот этот подрез идет прям от точки 12. Ну, там, по-моему, даже горловина больше углублена. То есть вот этот подрез, он идет сразу от горловины. Мы же сделаем немножечко отступ. То есть мы отступим примерно 4 сантиметра. От точки 12 вниз я откладываю 4 сантиметра, и от этой точки у меня уже будет подрез. Боковая линия у нас должна в любом случае сойтись, и пояс, и вообще боковая линия. Поэтому, если здесь у нас 8, значит и здесь тоже должно быть 8. Значит, сюда 8. Так, я уже беру другой маркер, потому что у нас пояс прорисован красным маркером. Так, надеюсь, вам видно. Я его вот так выделю немножко еще. Значит, здесь у нас 8. Здесь 4, здесь 8. И нам нужно сделать такую плавную полукруглую линию, но тут вы должны понимать, насколько у вас объемная грудь, да, или под грудью до высшей точки груди вы должны знать расстояние. То есть вы сейчас берете и просто измеряете от высшей точки груди до под грудью. И прибавьте к этому числу еще 1 сантиметр. То есть у моей девочки от высшей точки груди до под грудью примерно 7-7,5 сантиметров. Но я возьму 8. Так, значит 8 здесь и 8 сюда. Вот эти линии должны быть одинаковые. Так? Дальше. От этой точки, то есть здесь у нас 8 сюда, с этой стороны 8 сюда. От этой точки 8 до этой точки 8 мы должны с вами провести такую плавненькую полукруглую линию. И от этой точки 8 вот сюда, то есть к точке 4 мы тоже проводим такую плавненькую линию. То есть линии должны быть логичные. Я уже испачкала свой красный маркер, он получился у меня черным. Вот так примерно, да, мы с вами ведем. То есть эта линия будет такой, как вы ее нарисуете. Вот так. То есть вот здесь они у нас немножечко расходятся, но когда мы выточку соединим, она у нас будет все ровненько встанет. Дальше, и хотя мы ее соединять не будем, здесь у нас будут сборочки. Теперь, смотрите, у моей модельки 2 сантиметра. 2-2,5 сантиметра разница между длиной спинки до талии и длиной полочки до талии. То есть раствор выточки у нее 2,5 сантиметра. Но я хочу, то есть если мы оставим 2,5 сантиметра, в принципе, сборочек вот здесь как бы не получится, да, даже если мы прибавим вот эту вот выточку. Но я хочу все-таки, неважно, независимо от того, какой раствор выточки, это будет 1 сантиметр или это будет 10 сантиметров, я хочу прибавить 3 сантиметра. Я беру синий фломастер от точки 2 вверх, то есть мы здесь углубляли на 2 сантиметра, теперь от точки 2 вверх мы добавляем 3 сантиметра. 3. И соединяем с проймой. То есть мы проводим с вами новую пройму. И теперь смотрите, у нас получилась новая пройма, но она получилась немного короче, чем та, которую мы сделали первую, да, то есть первое наше изменение. От точки 1,3, вот это наша пройма, до точки 2. Вот эту пройму мы с вами должны измерить. Я измеряю от точки 1,3 и до точки 2. У меня получается 22,5. Теперь от точки 1,3 до вот этой точки, где мы поставили, то есть где мы прибавили 3 сантиметра. Теперь мы эту линию измеряем. Уже я по синему маркеру. Так, здесь 21,5, значит мне нужно, вот она у нас линия проходит дальше, мне нужно прибавить 1 сантиметр. То есть вот по этой линии синей. Я ее просто вот так продляю, и вот он мой 1 сантиметр. Вот она 3, вот он мой 1 сантиметр.
То есть, видите, у меня немножечко пройма ушла. Поэтому я и говорю, что вот эту линию заранее прорисовывать было нельзя. Теперь эти 3 сантиметра я делю пополам. И от одной стороны выточки 1,5 сантиметра вот сюда добавляю. И от второй стороны выточки, вот этой линии, 1,5 сантиметра вот сюда добавляю. То есть 1,5. 1,5. И теперь прорисовываю новую линию. Нет. Теперь от центра вот сюда я откладываю 3 сантиметра. Вот она моя точка. Теперь отсюда, только отсюда я провожу линии раствора выточки. И теперь от этой же точки, вот здесь я делаю центр, нахожу, то есть вот выточка моя, да, и именно вот здесь я нахожу центр. От этой точки 3, вот до этого центра, я тоже провожу прямую линию. И здесь мы будем разрезать. Так, центр, я сейчас прорисую, центр у нас вот этот сохраняется, центр полочки. Здесь мы пропишем центр полочки. Здесь мы будем писать красным центр полочки. И это у нас будет пояс, и это у нас будет пояс. Теперь я беру ножнички, вырезаю по линии талии. Разрезаю. Что касается спинки, смотрите, я убираю вот эту центральную выточку. Отрезаю. Все, она мне уже не нужна. Здесь у нас было 0,5 углубления, но не было расширения. Далее мы вырезаем плечевую линию. Здесь у нас сохраняется эта линия. Здесь мы с вами убирали 1,3. Но опять же, это ваше, на ваше усмотрение, может быть 1, 1,5 сантиметра, как вам захочется. Углубляли пройму на 2 сантиметра. И все, и боковую линию тоже вот так по боковой линии режу. И теперь мы с вами должны вырезать выточку талиевую. Я ее сейчас вырезаю полностью. Выточку плечевую тоже сразу вырезаю. И теперь отрезаю по линии пояса. Одна часть, вторая часть. И мы их должны склеить. Вот склеить так, как они сейчас у нас есть. Я вот с этой стороны склею. Вот так. Чтобы не здесь как бы было все видно. Значит, смотрите, вот эта линия верхняя, она у нас идет, она у нас стала вогнутой такой, да, то есть выпуклой. А линия по талии немножечко вот так. Но это так и должно быть, потому что мы закрыли выточку. Здесь немножечко прям корректирую 1 миллиметр. Так, спинка у нас готова. Здесь мы пишем шов, центр спины. И здесь у нас бок спины. На всякий случай, чтобы не путаться. Это я пока откладываю в сторону. Берем полочку. И теперь колдуем с полочкой. То есть мы уже наколдовали, нам нужно продолжить. Теперь мне ее нужно вырезать. Вот так я вырезаю по центру горловину. Горловину, кстати, это мы так решили, что она у нас должна быть такая глухая, закрытая, скромная горловина. Вы же можете, какую вам угодно, какую захотите, такую и нарисовать горловину. Так, плечевую линию я ее, кстати, не прорисовала, но думаю, понятно, да? И вот эту новую пройму, которая у нас уже синим маркером, с 1 сантиметром. Вот он, 1 сантиметр, вот он. Дальше. Так, я пока вот так вырезаю, то есть отрезаю боковую линию, смотрите, я пока не вырезаю. Я вырезаю полностью выточку. У меня получилась такая хорошая выточка. Было 2,5, стало 5,5 сантиметров. Далее
я разрезаю вот по этой синей линии. Можно вырезать пояс, чтобы он нам уже не мешал. Вот так и дальше вот так, то есть уже от этой линии. Так, это у нас отсюда, а это мы сейчас с вами вот так разрезаем и соединяем. Выточку вырезаем и соединяем две детали пояса. Опять же с этой стороны сделаем. Все, видно, да, что все хорошо. Так, здесь, кстати, можно написать бок полочки. Готово. И линия талии. Ну, я думаю, что понятно. На всякий случай напишем. Так, и продолжаем здесь. Вот эта деталь у нас, вот эта часть остается, то есть она у нас расширенная, мы ее ни в коем случае не забираем. И здесь мы соединяем выточку нагрудную, мы ее склеиваем. Склеиваем раствор выточки. Видите, у нас изгиб какой получился. Значит, вот он наш 1 сантиметр, и вот она наша линия бока. Значит, мы ее просто вот так берем и прорисовываем прямой линией. А здесь у нас открылось вот это расстояние, у нас будет сборочки, собираться в сборочки. Либо какие-то защипчики, либо складочки. Потому что на макете я сделала защипчики, и мне очень даже понравилось. Почему я перенесла центр груди в сторону бока на 3 сантиметра? Ну, при построении макета мне показалось, что так будет красивее. Так будет красивее. И вот это расстояние, вот эта раздвижка получилась немного больше, чем я, если бы сделала от центра груди. То есть, ну вот это как бы все познается, как говорится, в сравнении. Итак, полочка у нас готова. Смотрите, вот мы должны с вами определить вот эта линия, которая у нас центр полочки. Здесь у нас будет долевая, строго вот здесь долевая. Вот так мы ее прорисуем, да, то есть мы будем ориентироваться именно по этой линии. Вот она, такая маленькая. И вот так мы будем уже, вот это у нас уже уйдет в сторону, здесь уже все по косой, и так мы уже будем ориентироваться. Ну и здесь, конечно же, у нас будет долевая, вот она у нас, вот она, по верхней части центра спинки, напишем долевая. Почему только по центру? Потому что здесь мы уже вырезали выточку, и она идет немножечко скошенная. Ну и в принципе с лифом все. Я думаю, что все понятно. Тут в принципе никаких проблем-то и не возникло. А вот что касается юбочки, с юбочкой немножко я повозилась. Так, давайте сначала с рукавчиком еще продолжим, потому что рукавчик тоже как бы ничего такого сложного нет. Что касается рукавчика. Рукав у нас по базовой выкройке. Я взяла прямой рукав. То есть не классический, не зауженный никакой, а прямой рукав. Линии вот эти остаются. То есть мы их не меняем. Эти линии, я сейчас их прорисую. Они у нас остаются как по базовой выкройке. Головка рукава тоже остается. Центр, вот он центр. Значит, именно по этой линии я провожу линию до конца. Можно, конечно, не обязательно это прям под линеечку делать, но лучше, конечно, под линеечку, чтобы был красивый чертеж. Дальше, смотрите, к низу рукава у меня здесь будет резиночка, просто резиночка. И к низу рукава я добавлю на свободу, ну, хотя бы 1,5 сантиметра. Потом, если что, если я подумаю еще добавить, уже на ткани добавлю, здесь у меня просто уже места нет. Примерно 1,5 сантиметра. Ну и теперь что мы делаем с вами? Смотрите, у нас есть пересечение. То есть вот где эти линии пересекаются, вот здесь мы с вами находим как биссектрису. Центр угла сюда,
и приблизительный центр угла сюда. И разрезаем. Так, во-первых, я вырезаю рукавчик. Можно уже полностью вырезать рукавчик. Разрезаю по центру до уголочка. А здесь разрезаю вот так по этим линиям. И теперь раздвигаю. Теперь мы берем кусочек кальки, и нам нужно добавить ширину, добавить объем к рукаву. Так, я сейчас прорисую вот здесь, вот, где я вырезала, не видно, да, вот эти краешки, прорисую, чтобы вам было видно, чтобы понятно было, где какая линия проходит, сколько я добавила. Здесь все видно. Значит, вот так я подложила кальку, и теперь нам нужно раздвинуть, сделать раздвижку настолько, насколько вы хотите. По базовой выкройке у нас есть прибавка, но она минимальная. Насколько вы хотите расширить этот рукавчик, то есть свой, настолько вы и расширяете. То есть это ваше дело. Так, я буду делать, ну, сантиметров на 5 раздвижку. При построении макета я раздвигала на 4 сантиметра. Или 3,5, не помню уже, если честно. Здесь я сделаю на 5 сантиметров раздвижечку. Все ровненько должно быть. Ничего никуда не должно убегать. Так, 5 сантиметров. Итак, я за кадром проклеила свою раздвижку, чтобы она никуда у меня не убежала. И теперь, что касается вот этой детальки, верхней, вот этой головки рукава. Мы можем ее приподнять вот так на 2 сантиметра, на 2,5, на 3, на 5, на 6, на 8, насколько вы хотите. От этого будет зависеть сам фонарик, вот эта присборка. Мы не хотим много. То есть нам ее нужно сделать, чтобы у нас, во-первых, мы срезали плечо, и у нас рукавчик, в любом случае фонарик должен зайти на плечо. Таким образом у нас будет немного визуально уменьшать плечи. Поэтому я все-таки должна сделать здесь какое-то расстояние. Но по макету мы делали, по-моему, 3,5 или 3 сантиметра. Ну, давайте я возьму 4. Вот так, отсюда 4 сантиметра, и здесь должно быть тоже 4 сантиметра. То есть вымеряем мы сейчас все строго, строго, строго. Все выравниваем. Должно быть везде 4 сантиметра. Вот так я держу и измеряю. Чуть-чуть вот так вот, вот так. Сдвигаю, еще раз промеряю. То есть здесь должно быть все прям ровненько. Ну, для вас же будет приятнее, если будет ровненько. И приклеиваю вот таким образом. Так, приклеиваю сюда. Можно убрать уже утяжелитель. И вот здесь я приклеиваю. Все, вот эти линии нам уже будут не нужны. А нам нужна будет только вот эта линия. Мы просто ее вот так соединяем. И ничего больше не меняем. Можно, конечно, ее здесь еще расширить. Как расширить? Так, я сейчас покажу, но потом верну все на свои места. Сейчас вот это вот вырежу. Я за кадром все это опять отклеила. Вот смотрите, разрезаем вот эту верхнюю часть, то есть головку рукава, разрезаем еще по центру пополам. И мы можем не просто ее приподнять вот так, а можно еще и раздвинуть на какое-то расстояние, какое вам хочется. Получится, что у нас сама головка рукава не только приподнимется, но еще и расширится. Таким образом у нас получится больше фонарик, больше сборок. Да? Вы можете хоть как ее приподнимать. Но главное, что вот эта линия, она пойдет, видите, здесь не просто вот так пойдет, а вы ее должны здесь выровнять красиво, аккуратно, прорисовать. Но я оставлю такую, какая она у меня получилась в первый раз.
Я ее сейчас заклею пополам, потому что, ну, мне так понравилось то, что я сделала макет. Нам обеим понравилось, и мне, и моей модельке. Все хорошо, претензий к рукаву никаких нет, поэтому я просто делаю так, как я делала при моделировании и пошиве макета. Значит, я возвращаю вот эти вот 4 сантиметра. В общем, я вернула свой первоначальный рукавчик. Я уже сказала, что нам макет, первый макет нам понравился, к рукаву претензий нет. То есть рукавчик я убираю. И мы переходим с вами к юбочке. Так, вот она наша юбочка. И смотрите, что я тут наделала. То есть я сначала расскажу вам, наверное, в 2 словах. Может быть, кому-то этого будет достаточно. Расскажу в 2 словах, как я моделировала юбочку. Значит, во-первых, мы с вами определяемся с длиной юбки. У меня длина вот от линии талии, длина юбки 42 сантиметра. Обратите внимание, ничего здесь не углубляла. Линия талии получилась ровной, прировной. Именно потому, что это платье, это не юбка. Что касается присборки по линии талии, для первого макета я сделала слишком маленькую присборку. Для второго макета я сделала слишком большую присборку. И этот макет я уже сделала, то есть нашла золотую середину, самую оптимальную. То есть у меня получается к 1/4 спинки всего вместе с выточками 9 сантиметров. И к полочке тоже прибавка вместе с выточкой, вот этой вот выточкой, одной единственной 9 сантиметров. И я надеюсь, это понятно. Теперь расскажу, что я делала. Значит, от центра переда я откладываю вот сюда 1,5 сантиметра. И эти 1,5 сантиметра я вот так параллельно опускаю до линии низа. Вот они мои 1,5 сантиметра. Синяя пунктирная линия. Далее я считаю 1,5 плюс 2, получается 3,5. И добавляю, чтобы у меня получилось 9 сантиметров, я добавляю 5,5 сантиметров. То есть вот от боковой линии я сюда добавляю 5,5, и вот она моя точка. И эту точку 5,5 я опускаю вниз под прямым углом. Вот она опять же пунктирная синяя линия. Теперь от этих точек, где у меня синяя линия опускается до линии низа, в бок, в разные стороны, я откладываю по 2,5 сантиметра. И это получается у меня все вот от этих точек, 1,5 и 5,5. Вот так по прямой я провожу боковую линию и центр переда. То есть это у меня центр переда остается, боковая линия остается. Теперь, что касается спинки. Мне нужно оставить здесь 9 сантиметров, так же, как и по полочке. Но я учитываю выточки. У меня уже есть по центру спины 1,5 сантиметра. Выточка талиевая у меня 3 сантиметра. Я их суммирую. Получается 4,5. И до 9 мне не хватает 4,5. Вот они мои 4,5. Обратите внимание. Эти 1,5 сантиметра я провожу по прямой. Они у меня как бы и идут, переходят в центр спины. Но вот эти 4,5 у меня, получается, забирают буквально тут 1 сантиметр по боковой линии. Но это не страшно, мы не забираем с вами ширину. Во-первых, вот здесь у нас сколько прибавка, смотрите. Во-вторых, вот эта вот точка от синей линии мы опять в сторону откладываем по 2,5 сантиметра и соединяем 4,5, 2,5, 1,5 и 2,5 прямыми линиями. Центр спины остается центром спины, бок спины остается боком спины. У нас разница идет по ширине, я уже говорила, по ширине талии, полочка и спинка, и по ширине низа. То есть мы сюда вполне войдем. Обратите внимание, вот она наша красная линия. Красная линия это первоначально, а сюда уже это уже прибавка идет. Она прибавка идет и к обхвату бедер. То есть у нас не будет сборок по талии, а обхват бедер такой зажатый. Нет, у нас будет все равномерно, все у нас будет трапеция очень красиво лежать. Если вам этого было недостаточно, если вам было непонятно, давайте начнем, то есть прорисуем все это заново. Я сейчас вот этот кусочек отрежу, он мне понадобится для того, чтобы дать свободу вот здесь. Итак, я раздвинула переднюю половинку юбки и заднюю половинку юбки и добавила на длину немножечко. Вот она моя длина, я ее выделила черным маркером. Далее, смотрите, это у меня спинка, это полочка, и мы с вами напишем, это центр спины, это центр полочки, это бок полочки,
Понятно. И это бок спины. Я сейчас буду говорить свои данные, свои выточки, свою свободу. Вы же берете свои выточки, вы просто берете сантиметровую ленту или линеечку и измеряете свои растворы. Значит, моя выточка по центру 1,5 сантиметра, выточка талиевая по спинке 3 сантиметра, итого 4,5 уже есть свобода на спинке. И 2 сантиметра выточка на полочке. 2 сантиметра выточка на полочке, это бывает редко. Обычно это 0,5, 1, 0,8, 1,6, ну вот что-то вот в пределах, да. Почему? Потому что это зависит от разницы между обхватом талии и обхватом бедер. Если разница большая, то и выточка будет большая. Кстати, то же самое и по спинке. Ну и теперь давайте рассчитаем. То есть, если я хочу 9 сантиметров прибавку к 1/4 полочке и к 1/4 спинке, я должна отнять вот эту цифру. То есть, у меня уже выточка есть. Я хочу 9 сантиметров, но сюда я прибавлю 1,5. То есть, вот сюда 1,5. И у меня уже есть 3,5. То есть, от 9 желаемых 9 сантиметров прибавки у меня уже есть 3,5. Значит, я сюда добавляю, вот к этой линии боковой, я добавляю 5,5 сантиметра. И у меня получается в результате 9, сюда 5,5. Я думаю, здесь понятно, да? Теперь мы с вами, вот эту линию, у нас центр полочки прямой, вот здесь ровно совершенно, поэтому я просто вот так провожу прямую линию, параллельную центру полочки, центру переда. Параллельную и до низа. Вот она моя линия низа. Дальше, вот эти 5,5 сантиметров мне тоже нужно провести вниз, но можно ориентироваться на боковую линию. Она у нас идет тоже прямая. Вот так можно ориентироваться на боковую линию. Вот я ее прорисовываю. Мы ее просто опускаем вниз до линии низа. Можно ориентироваться по вот так по линеечке, да, то есть уголочек приложили и, пожалуйста, по прямой, то есть под прямым углом. Это нам нужно для того, чтобы равномерно сделать прибавки по низу. То есть как бы сделать ровную красивую трапецию. Что касается спинки, мне тоже нужно вот здесь вот равно 9, и здесь должно быть равно 9. Сюда тоже 9. Но у меня уже здесь есть 4,5 сантиметра. А до 9 не хватает 4,5. То есть от бока я добавляю вот сюда 4,5. Вот сюда 4,5. 4,5 и 4,5 будет 9. Теперь мне, вот эта линия у меня уже есть. Это центр спины. Она у меня как бы получается осталась на месте. Кстати, если ваша выточка по центру спины, допустим, 1 см, 0,7 или 1,2, вы, если сюда прибавляете 1,5, вы от этой линии, вот от этой линии, вы сюда добавляете тоже 1,5. Если ваша центральная выточка где-то вот здесь заканчивается, то есть центр спины, вы тогда просто вот эту линию проводите параллельно центру спины, так же, как и полочки. Да? То есть, я думаю, тут понятно. Что касается боковой линии, смотрите, мы тоже можем, конечно, ориентироваться на центр спины, то есть бок спины, вот так. Вот так. Она немножечко у нас идет сдвинутая. Видите, вот он у меня бок спины, и мы немножко сдвигаем. Можно, опять же, воспользоваться угольником, да, то есть под прямым углом. Но я вот так уже буду ориентироваться на бок спины. Она у нас прямая до линии низа. И теперь по линии низа к каждому срезу и к боковым срезам, и к центральным срезам мы прибавляем по 2,5 сантиметра. Но вы можете взять и 2 сантиметра, вы можете взять 1,5 сантиметра, если вы не хотите, да, так, ну, много. Вы можете взять 3 сантиметра, 4 сантиметра, это уже зависит от вашего желания. Я решила, что 2,5 сантиметра это самая-самая оптимальная цифра. То есть я уже к красным линиям, здесь у меня в этом случае красные линии с прибавками уже, я добавляю по 2,5 сантиметра. Вот они мои точки. Сюда тоже я добавляю 2,5 сантиметра от красной линии. И здесь то же самое, 2,5. И теперь я соединяю, прорисовываю окончательно боковые линии. То есть это у нас новый центр спинки. Вот он у нас уже останется окончательным. И это у нас будет новый бок
спинки. И тоже она у нас уже останется окончательная. Вот она. То есть вот все вот это уже нам ничего не нужно. Вот это вот все. Вот это все. Все, у нас вот он контур остался. Вот он. Мы его сейчас вырежем, и будет понятно. И тут мы соединяем тоже. Я сейчас соединю, и будет видно. Окончательная линия бока. Это нам тоже уже все не нужно будет. Так, и прорисовываем окончательную линию центра. И у нас получится, у нас будет на юбочке 4 шва. И эти швы должны соединиться, совместиться. Во-первых, боковые швы должны совместиться с боковыми швами по полочке. Центральные, у нас по центру тоже будет шов и по переду, и по спинке. И они тоже должны совместиться. В общем, я сейчас вырезаю нашу юбочку. Она у нас уже готова. Итак, я уже вырезала и прописала большими буквами спинка, полочка, чтобы уже точно не потеряться. И теперь давайте сравним. Вот она моя спинка. Сверху я кладу лицом к лицу. Спинка меньше полочки, ну, сантиметра, наверное, на 3,5-4. И также по низу спинка меньше полочки. И мы ни в коем случае не должны это все выравнивать и сравнивать. Если мы сравняем линию талии, полочки и спинки, у нас получатся разные сборки по переду и по спинке. Если мы верхнюю линию, то есть линию талии оставим на месте, а выровняем нижнюю линию, то есть вот так мы возьмем и с вами сравняем, да, вот здесь срежем, то у нас получатся перекошенные линии бока. То есть немножко будут они идти наперед. Поэтому не советую здесь ничего мудрить. Я уже вам все для вас намудрила. Выкройка наша готова. Давайте сравним, кстати, выкройку, которую я вам первую показывала. Вот она моя спинка. Я сейчас прикладываю вот так спинку на полочку. Видите, она прям идеально. Вот она у меня. Как я вам первый раз рассказала, так она у меня идет. То же самое и с полочкой. Вот она у меня. Все сходится. Пожалуйста. Если вам что-то непонятно, обязательно задавайте вопросы. А я, наверное, сейчас вот эту вырежу, потому что они у меня одинаковые. Здесь меньше всяких наклеек и будет удобнее выкраивать на ткани. И теперь давайте рассмотрим еще раз все наши детальки. Значит, с юбочкой все понятно. Рукавчик, я думаю, что тоже все понятно. Ширину можно регулировать. Вы можете ее сделать меньше, больше. Рукавчик, то есть головку рукава вы можете поднять выше, вы можете сделать ее шире. Здесь тоже все понятно. Что касается линии пояса. Пояс у меня будет двойной. Во-первых, это даст более такой строгости, плотности. Во-вторых, если есть какие-то нюансы, которые нужно скрыть на линии талии, вполне сделает доброе дело наш пояс. Дальше. Полочка и спинка, думаю, тоже все понятно. Вот она наша спиночка. Так, спиночка, значит, здесь у нас будет шов по центру, выточку мы сохраняем, талию, то есть выточку по талии мы сохраняем, мы должны еще сверить, вот так выточку закрываем и сверяем нашу линию плеча, она у нас тоже должна сойтись. Все сходится, все хорошо. Теперь мы с вами, смотрите, вот у нас будет, вот так будет пришиваться пояс, а вот здесь... от вот этой точки, вот здесь будет сборка. То есть, ну, все понятно, да, вот это вот расстояние будет сборка. Будет очень красиво. Либо сборка, либо защипы, ваше дело. Если у вас большая выточка, вы можете сделать маленькие складочки. То есть, это тоже вы смотрите уже на ситуацию, как говорится, да. Не забывайте, долевая, долевая. Кстати, насчет юбочки. Долевая у нас останется центр переда, долевая, и центр спины, именно вот от бедер вниз. Вот этот центр спины, или вот от 1,5 сантиметра, да, вот эта линия будет центр, это долевая. Не потеряйтесь. Ну, что касается рукава, здесь понятно, он совершенно прямой, то есть долевую тут искать не нужно. Я надеюсь, что было все понятно. Если что-то непонятно, если что-то
я намудрила чересчур. Вы обязательно пишите. Подписывайтесь в телеграм-канал «Швейная продленка». Пишите, там будет удобнее задавать вопросы, получать ответы. Почему? Потому что я могу ответить и с фотографиями, и с видео какой-то ответ. То есть там будет намного удобнее. Ну и все мои базовые выкройки будут в телеграм-канале «Швейная продленка». Поэтому подписывайтесь, не пожалеете. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем классного настроения. Всем пока.